Теперь про то, как держать оружие. Оно должно быть как щит. Да? То есть ваше оружие — это одновременно и щит, и меч. То есть вы им защищаетесь и атакуете. Лучше всего держать его диагонально. Почему так? Потому что тогда вы можете спокойно и защищаться, да, и с этой стороны, и с этой, и с этой, и также вы можете сразу атаковать, контратаковать, делать все, что угодно, любые защиты. Если вы держите оружие вот так, тем более вот так, или как-то вот так, вы в случае атаки не сможете, да, защититься. У вас ограничено, то есть, если я держу так, то я смогу только так защититься, да, тут вообще. То есть у вас все зоны, получается, открыты. Когда вы держите оружие по диагонали, у вас все зоны так или иначе перекрыты. Вы можете и нижнюю часть, вы этой частью палки контролируете нижнюю зону, этой частью палки контролируете верхнюю зону. Две позиции очень важны. Я называю их позицией защиты и позицией атаки. Давайте разберемся с позицией защиты. Позиция защиты — это когда у вас нижняя рука упирается в корпус, прямо локоть лежит на боку. Это как раз та связь оружия с телом. То есть у вас оружие должно быть непосредственно связано со спиной. Да? Если у вас оба локтя висят, то оружие у вас также висит. То есть между вами дистанция. И вы используете силу плеч, чтобы это оружие держать. Когда у вас локоть лежит на корпусе, у вас оружие как бы соединено напрямую со спиной, и вы спокойно держите. Вот видите, я могу так долго стоять. Если я вот так отведу локоть, я сразу почувствую давление в плече, и сразу у меня рука начнет напрягаться. Как раз можете попробовать этот элемент. Таким образом, отведите локоть от себя, прижмите. Почувствуйте разницу. Да? Видите, я спокойно могу держать оружие. Вот. Позиция второй руки — это как в карате, линия плеча. Кулак на линии плеча. Вот такая позиция. И происходит смена. Да? Верхняя рука, смена, сразу фиксирую локоть на корпусе, и вторая рука. И вот такая позиция. Позиция защиты. То есть, когда вы защищаетесь, у вас руки должны быть примерно в такой позиции. Как бы вы ни находились. Вот, да? Вот. Когда мы будем двигаться, и она немножко изменится, но сам принцип остается такой. Да? Нижняя рука прижимается к корпусу, верхняя рука высоко не поднимается, диагональное положение бока. Вторая позиция — это позиция атаки. В этот момент у меня уже нижняя рука не прижата к корпусу, но прижата верхняя. Не локтем, а как бы кулаком. То есть здесь я прямо палкой нажимаю себе на плечо, создаю вот в этой зоне, вот в этом узле собранную позицию. Да? И видите, я могу тоже спокойно стоять, держать. Так мне будет намного тяжелее держать. Так, прижав, я очень могу долго держать оружие. Опять же, обратите внимание, что оружие у меня направлено диагонально относительно корпуса. Переход из позиции в позицию защиты делается, в позицию атаки делается через позицию защиты. То есть вот я делаю раз, переход в смену рук, позиция защиты, позиция атаки. То есть здесь у меня как взведенный курок пистолета, да, остается только нажать на спусковой крючок, и оружие полетит вперед. Никаких замахов уже нет. Позиция защиты, здесь наоборот, я готов в любой момент защищаться, я контролирую зону перед собой, защищаюсь, и вокруг себя тоже. Позиция атаки, позиция защиты, смена, позиция атаки, позиция защиты, смена, позиция атаки. Ич, и, сам.